Представьтесь, как зовут вас, фамилия, имя, отчество. Золотов Виталий Игоревич. Дата рождения. 28.01.75 года рождения. И откуда вы? Город Луганск. Город Луганск. Скажите, какого числа вас призвали, мобилизовали или вы сами пошли? Что это было? Мобилизированный 22 февраля по повестке. На предприятие пришла повестка, явился в военкомат. Давно было дело. Дальше что было? Дальше что было? Переодели. Думали, что на сборы. Двинулись. Так. Куда двинулись? Да, двинулись по посадкам. Пересекли Донец. Так дальше продвигались до самой Кременной. Долго там простояли? В Кременной? С мая месяца по сентябрь. Ого. Ну что, были какие-то боевые действия? Нет, не было. Вообще ничего? Просто стояли? Да, Так я вас предупредил, кстати, что да. это у нас под запись для публикации, да? Да, я понял. Просто до записи это сделал. И что дальше? После Кременной? После Кременной командир батальона повел, не знали мы, куда мы двигались. Оказалось, поселок Студенок, в котором через 3 дня попал в плен. Ну, не в нем, а возвращаясь в Кременную, попали в плен. А каким образом попали в плен? На машинах возвращались за бензином для генераторов, за газом для приготовления пищи. Попали, то ли в засаду, то ли... Вас обстреляли или что это было? Да, нас обстреляли. И как вы вышли, сдались или что это? Как это произошло? Ну, то в машинах нас окружили, обстреляли, взяли в плен. Одного. Якобы сказали, что за 200 вдвоем мы попали в плен. А вы за все время принимали участие в каких-либо боевых действиях? Нет. Вообще ничего? Нет. Я понял. Насколько вы довольны или недовольны происходящим? Доволен в каком плане? Что попал в плен или что? Не, я не про вас сейчас лично. Про ситуацию. Плен, а про ситуацию происходящую. Вот с 2014 года буквально. С 2014 года. С 2014 года воды много утекло. Ну, все же интересно слышать мнение вот вас, как жителя Луганска. Давай сейчас пару общих вопросов попробуем пройтись, так чтобы я хоть понимал. Вы украинец, россиянин, белорус, американец, кто вы? Нет, по национальности я русский, гражданин Украины, гражданин Российской Федерации. Проживаю в Луганске. Родился в Луганске. Там проживаю. Я понял. Как вы себя можете идентифицировать? Ну, я, например, украинец. Я сейчас не беру там этническое какое-то происхождение, потому что я могу сейчас бабушек, дедушек, прадедушек взять и долго очень идти по этим генеалогическим линиям. Там, да, кто я там больше, там, русский или еврей, или армянин, или там украинец, или еще кто-нибудь. Я говорю четко, я украинец. Да? Вот вы можете себя таким образом идентифицировать кем-либо? Кем-либо? Ну, как сказать. Украинец, россиянин. ЛНРовец, как оно там. Ну вы не думали над этим особо? Нет, я как-то об этом не думал. Жил, работал, зарабатывал. Ну, так, чтобы вы могли, ну, так, чтобы вы сходу сказали, я, например, там россиянин. Или я, например, украинец. Я смотрю, у вас не очень как-то с этим складывается. Ну, был я украинцем, был я россиянином теперь. Как это так получается? Был украинцем, стал россиянином. Не, ну тут же Это родился я в Советском Союзе, так от что чего тут... вы отталкиваетесь? Ну, вы в Украинской ССР родились? В 75-м году, конечно. Ну, конечно. ну, так же, как и я. Ну,
Все равно это украинская республика, украинская, да? Ну, на тот момент это был единый Советский Союз. Тогда Да, же, но в нем были свои республики. ну, республики, ну, Ну, как-то нам никто не напоминал в Советском Союзе, что это Украинская республика или Белорусская республика и ну, Российская. это уже третий вопрос. Напоминал кто-то, не напоминал? Нет, я не напоминал, а просто об этом. Да. Это не суть дела. Суть дела, что все равно как-то привязка какая-то была, например, к Украине. Ну, вы не замечали, окей. А потом в 90-м году образовалась вот независимая Украина. Вы заметили это или пропустили? Ну, почему? Заметил. Что, Также продолжали мы работать, и работали, детей растили, их поднимали. Так что случилось в 2014 году? Можете объяснить? Ну, вот взглядом человека из Луганска. В 2014 году я попал под бомбежки, и не раз. Причем В самом Луганске. в самом Луганске. Мгм. Живу в частном секторе со стороны поселка Металлист. Так что я это в себя обстрелы и бомбежки узнал еще в 2014 году. Да. Находились тоже в подвале. Находились в подвале. А российскую технику видели вы в 2014 году или в 2015 году в околицах Луганска? Нет? Да, я в Луганске работал, в Луганске по строительству. За территорию Луганска Я не выезжал. я так понимаю, вы считаете, что вас обстреливали вооруженные силы Украины в 2014 году? Ну, нас обстреливали, конечно. Вооруженные силы Украины? На воронке ж не написано. Вот именно. Я хочу понять, что вы думаете. Ну, да. Я думаю, что обстреливали. Просто так. Ну, вот нас же смотрят жители Луганска, жители Донецка, жители я тех понимаю. областей. Я с вами общаюсь. Это вас ни к чему не обязывает. Это за собой для вас ничего не влечет. Ну, разве что после того, как вы там вернетесь, после обмена к себе туда. Я не знаю, я за ту сторону Да, я не понимаю. отвечаю, что и как. У нас, в частности, это просто разговор. Я хочу понять, как вы мыслите. Вот в 2014 году Украина просто так взяла и начала обстреливать свой город Луганск. Так. Может не просто так, может просто так. К чему, какой версии вы склоняетесь? Ну, значит, что-то ж пошло не так, вот получилось вооруженный какой-то конфликт, который не решился на политическом уровне или. Вы в референдуме так называемом участвовали? Да. Вы голосовали за что? За ЛНР. Там не было голосования за ЛНР. Ну, тогда же, ну, как, не знаю, там, да, нет, но саму конфигурацию этого я не помню там. Ну, в принципе, да, согласен. Да. Окей, да. То есть за независимость ЛНР вы голосовали, да? Понял. А чем вам не нравилась Украина, что вы решили вот независимость ЛНР? Чтобы она получила. Да, всем нравилось. Так Просто я жил в Луганске. Так. Ну, проголосовал за Луганск. То вы проголосовали за отсоединение от Украины? Ну, получается так. Так я уже вас спрашиваю, а чем же вам Украина так не угодила, что вы взяли и проголосовали за нее? Ну, на тот момент, наверное, все-таки 14-й год, обстрелы. Все-таки вы уверены, что это была Украина? Ну, Соответственно, наверное, надо да. срочно отсоединяться, потому что вас обстреливает Украина. Ну, наверное, да, если... Ну, так. Если я вам сейчас покажу нарезку видео на 40 минут, где в Луганске, в Донецке, во всех этих местах заезжает российская техника как раз в 2014 году, и ее радостно встречают жители как раз вот Луганска и Донецка. Что вы скажете на это? Наверное, заезжала. Да, заезжала. У меня к каждому видео. Ну, к сожалению, я не успел сегодня подготовиться в том плане, что к разговору с жителями Луганска, Донецка, потому что обычно я делаю следующим образом. Я их просто всех вместе собираю, нарезку им эти ставлю,
показываю, она у меня к каждому видео прикреплена, она так и называется, 8 лет. И потом у нас не происходит вот этих глупых разговоров. Типа, ну, что логично, Украина да, вот взяла и начала вот так вот просто стрелять. То есть, люди, ну, которые за 8 лет вот, не поняли, да, что происходило, вот, я им показываю, и потом после этого у нас разговор как-то по-другому складывается. Когда ты четко человеку показываешь, смотри, российские танки зашли под Луганск. Смотри, российские танки стоят недалеко от Луганска. Смотри, российские залповые ракеты системы залпового огня стоят недалеко от Луганска. И тогда не получается глупый разговор, типа Украина нас взяла и просто так обстреливать начала. А может быть просто так, а может быть не просто так, понимаете? Потому что у меня такое впечатление, что, ну, когда я разговариваю с людьми из Луганска до просмотра вот этих всех видео, у меня такое ощущение, что вы или с меня стебетесь просто, или вы реально этого тупо не понимаете. Что туда зашла Россия в 2014 году, и с этого началась война. А не Украине просто так взяла и захотелось пострелять в жителей Луганска. Такого не бывает. Знаете? Это бред просто, ну, силой кобылы. Взяли украинцы и решили пострелять в Луганск, в свой. Ну, пострадал, Луганск пострадал же. Ну, конечно, пострадал. Мариуполь пострадал? Хорошо пострадал. Мариуполь пострадал? Ну, я с Луганска, я же говорю за Луганск. Да я понял, я понимаю, сейчас вам Мариуполь говорю, тоже пострадал. Да, пострадал, конечно, пострадал. Ну, а как вы хотели? Чтобы зашла российская техника, российские танки на территорию Украины, чтобы никто не страдал? Так не бывает. Так не бывает, что Россия напечатала вам бланки на референдум, вы пошли поставили галочку за ЛНР, и все хорошо, и никто ничего не делает. Так тоже не бывает. Потому что Украина будет биться за свою территорию. Потому что из вашего региона, из Луганска и Донецка региона, выехало около 3 миллионов украинцев тогда. Вообще это все начиналось, опять-таки, в том же фильме, о котором я говорю, который мы уже сейчас смотреть не будем. Начиналось это с того, что проходили митинги, в том же Донецке, например, против отсоединения, против каких-либо ЛНР и ДНР. Да вот только украинских активистов убивали, забивали ногами и палками, кидали их в подвале и гноили их в этих подвалах. Это ваши как-то тоже все ребята пропустили. Я просто не могу понять, почему ваша подпись, ваша галочка, она драгоценнее, чем галочка того, которому пришлось уехать, потому что его убили потом. Видите. Тяжело. Куда мне уезжать? Мне уезжать некуда, на Украине у меня никого не было. В Луганске у меня дом. Не надо было никуда уезжать. Вот. Не надо было никуда уезжать. Не надо было просто Россию к себе звать. Потому что Россия это смерть. Потому что Россия вас сейчас взяла, мобилизировала или мобилизовала, как правильно, и отправила воевать. Хорошая Россия? Возможно, я еще не узнал. А, вы еще до сих пор не узнали. Узнаем. Вы еще до сих пор не узнали. Четверть вашего Луганска уже в пакетах в черных похоронили, а в войне против Украины, бессмысленной войне. А вы еще не знаете до сих пор? Понял, ладно, это бессмысленный разговор. Попробуем набрать вашу жену. Она просто до сих пор не прочитала сообщение. У нас с интернетом дома возле. Возможно, нет интернета мобильного. Угу. Вы, наверное, еще раз пойдете воевать. Сейчас вернетесь по обмену, вам скажут, иди воюй, вы снова пойдете воевать. Да уже, я думаю, никто не скажет. Почему? Мяса маловато. Да нет, хватит, навоевались. Я думаю, не пойдем воевать. Ну надо же идти, надо же это за ЛНР. Не, ну надо же. Да. Я думаю, все решится, закончится мирным путем. Закончится все только в том случае, если Украина заберет себе свои законные территории. Все.
Вы это сделали сами, ребята. Последних, если вы посмотрите статистику потерь, то вы увидите, что последних 3 даже года, последних 3 года, вообще ничего по сути не происходило. Была полная заморозка конфликта. Статистику потерь вашу же. Если вы посмотрите, вы увидите, что последних 3 года, 18, 19, 20, 21, ну, начиная с 19 так точно, по сути ничего не происходило. Где-то там какой-то там пиф-паф локальный, то непонятно, кто это провоцировал. А в 22 году Россия решила показать свою великую мощь и пошла полноценно на Украину войной. И если до 22 года ее боялись еще, думали, о, это же Россия, что такая армия, столько ракет, столько танков, то сейчас ее уже никто не боится. Соответственно, будут пиздить до последнего. И если бы Россия этого не сделала, то ваши ЛНР, так называемые ДНР, еще бы 150 лет на международном уровне, в том числе и Крым, было бы обсуждение. Законно, незаконно, легитимно, нелегитимно, санкции, не санкции. А вот после этого, знаете, у меня уже большое сомнение, что это в принципе хоть как-то может решиться дипломатическим путем. Я думаю, должен любой конфликт решаться дипломатическим. Да? Каким таким дипломатическим путем решилась Вторая мировая война? Скажите мне, пожалуйста. Я не знаю. Я не знаю. Гитлер застрелился. Пусть этот шизофреник ботоксный застрелится, и тоже вот вам вполне себе путь. Я не знаю, насколько он дипломатический. Я знаю, что еще пару таких военных провалов, как Херсон, если вы не в курсе, Херсон объявили частью России тоже. Знаете? Ты слышал, да? Здесь по радио. Да. Тоже референдум там типа провели. 95% насчитали херсонцев за Россию. Да вот только когда туда пришли вооруженные силы Украины, люди на колени падали со слезами. Банки откапывали в земле с украинскими флагами, которые они закапывали. И встречали наших бойцов и несли последнее, все, что могли. И раз, и уже не имеет смысла никакие референдумы и все, что там они себе включали и выключали. Понимаете? Вот цена этих референдумов. Цена называется право силы. Смогли отбить, отбили. То же самое Луганск, то же самое Донецк. И Крым. Сможем, отобьем. А таких, как вы, просто никто не спрашивает. Передать что-нибудь хотите? Мы же не дозвонились. Так передайте, может, видео будет опубликовано, так ваша жена услышит. Да, что передавать, если позвонить пока. Ну я ж да я понял от вас не скрываю. Вот вам я WhatsApp, не спорю, вот я вам же номер говорю, вашей жены. О, смотрите-ка. Алло. Я же говорю, связь там у нас с интернетом. Угу. С мобильным интересно как-то. Алло. Так, сейчас попробуем еще раз. Ну, есть нормальная связь. Поменял оператора. Пошло вроде бы. Алло? Алло, добрый день. Да, звонок под записи для публикации. Передаю трубку. Алло. Алло, зайчик, привет. Говорите. Алло. Алло. Да, Виталий. Алло, Виталий. Привет, зайчик, привет, зайчик. Слушай, мой хороший, тут Юлечка рядышком, мы тебя слушаем, зайка. Зайчик, этот звонок идет под запись. Будет выложен в интернете якобы. Нет, у меня все хорошо, котеночек. Хорошо. Как у вас там? Как у тебя дела, Виталюша? У меня все хорошо, говорю, зайчик. Жив, здоров, все хорошо. Где находитесь, не говорите? Я понял. Остальное Алло. повторное переподключение. Зайчик, у меня, говорю, все хорошо, говорю. Алло.
Алло. Алло. Алло, папочка, у нас есть 10 минут, у нас просто слабый интернет. Мы сейчас подымем. Нет, зайчик. Не, ну если вы 10 Всё, минут я что-нибудь понял. интересное расскажете, а не будете сидеть молчать, то они есть. Зайчик, у меня, говорю, все хорошо, я тебя хочу поздравить с наступающим днем рождения тебя. Дотя. Алло. Да, спасибо, папочка, большое. Спасибо. Чтобы у вас там было все хорошо. У вас все Бабуля, хорошо как дома? у тебя дела? У меня все хорошо, жив-здоров, дочечка, все хорошо. Алло. Алло. У меня, говорю, все хорошо, говорю. Услышно? Да, папочка, я слышу твое поздравление, спасибо большое. Всем там привет передавайте. Бабушкам, дедушкам, кумовьям, всем привет. Хорошо, обязательно передадим. Виталь, как у тебя дела? Ты не болеешь? Да нет, все хорошо, нет, не болею. Угу. Ты все там же? Да, все там же. Передавайте там привет всем кумовьям. Родителям передавай. Мы передадим, папочка, передадим большой всем привет. Как твое состояние? Как самочувствие? Хорошо, все хорошо. Виталичка, ты пропадаешь, у нас слабый интернет, поэтому... Да я догадался. Пропадаешь. Да, хотя я прибежала домой, рассказывай, как у тебя дела? Все хорошо, зайчик, все хорошо. В воинскую часть так Женя попали или не приехал с попали? Питера, но завтра он уже уезжает, у него тоже все нормально. Я рад за него. Привет, Жек. Ты в воинскую часть попала, нет, зайц? Да, Виталичка, ты числишься в плену. Угу. Все, я понял, котеночек. Да. Очень надеемся, что Так, можем а скоро по поводу встретиться. обмена что говорят? Ну, числится Да в плену, а обмен? По поводу Нам обмена, обещали, зайчик. Нам обещали, что его включат в списки на обмен. Я подавала заявление. Алло. Да. Алло, слышно Да, меня? слышно. Я подавала в списке на обмен отца. Мне пообещали, что как только его разыщут, так сразу его подадут в список на обмен. В смысле разыщут? А что его разыскивать? Он в плену находится. Каким образом разыскивать? Нет, разыскивают место, как они мне объяснили, местонахождение папына. Украинский плен, он у нас один, общий. Какая разница? Смотрите, он находится в Одессе или в Виннице. Что это меняет? Мне сказали, как только местонахождение его установят, так они его и, я так понимаю, подадут в список на обмен. Мне было так сказано. Вы меня, конечно, извините, но вам чепуху какую-то рассказывают. Дочечка, я уже ездил раз на обмен 17 октября, вернули назад. С какой целью это связано, я не знаю. Мы поняли. Значит, по правам человека я обращалась, и мне сказали, что ты есть в списках на обмен. Хорошо, зайчик, хорошо, я понял тебя. Мы ездили, папочек, мы все делаем, зайчик. Спасибо вам за это, зайчик, спасибо. Я вас очень люблю. Давайте, зайчик, я вас люблю очень, хорошо. Давайте, всем привет. И мы тебя любим, котеночек, не забывай об этом. Да, Очень я любим, помню. скучаем, ждем домой. Давай. Спасибо большое, что ты... Спасибо большое, что позвонил, котеночек. Давай, все, удачи вам, пока-пока. Давай, мой хороший, пока. Спасибо большое. Про 17 октября интересно. Вы говорите, вас возили на обмен. Я, например, об этом ничего не знаю. Куда возили? Почему возили? Почему не обменяли? Не знаю, что-то пошло не так. Вас привезли? Назад вернули, да. Не, а чем закончилось? Куда вас привезли, например, вы знаете? Не знаю, потом, как говорили, что вроде как в Запорожье возили. Так, вроде как в Запорожье. Допустим, привезли в Запорожье. В СИЗО? Нет. Просто вас автобусом на автобусе привезли. проехали, да. Часть выгрузили с автобуса, и нас 11 человек. Угу. Сказали, поменяют завтра. Мы там переночевали, вернули назад. Угу. Я понял.
Как вы думаете, нам очень интересно вот заниматься вот этими вот Я ж не знаю. перевозками? Ну, Я то есть- думаю, что нет, ну, факт налицо, как это, с чем это было связано, я не знаю. Это связано с тем, что постоянно срывают обмены. Ну, 48 человек нас назвали, вывезли, 37 поменяли, 11 вернули. Ну. Значит, та сторона не додала кого-то. Значит, изначально речь шла о обмене 47 человек, да? Ну, 48 было. 48. Ну, значит, а та сторона отдала на 37. Ну вот еще остальных привезли обратно. Просто так бы не Не, возили. ну, мы же тоже так думаем, наверное, что так же, Ну, что так может же. быть. Ну, а как же? Просто так, что ли? Захотелось покатать? Ладно, я так понимаю, вы вполне довольны всем тем, что происходит. И повторили бы все это еще раз. Еще раз бы поставили галочку за какой-то непонятный ЛНР. И еще раз бы не попытались бы разобраться в том, что происходит. У всего есть причины и следствия в этой жизни. Причины. Россия зашла к вам на территорию. Следствие — война. С 2014 года так называемая гибридная война. С 2022 года полномасштабная война. Вот и все. Вы, конечно, можете сказать, что причиной стал Майдан. Но здесь я готов дискутировать сколько угодно. Потому что Майдан был у нас в Украине. Никто российские флаги махать ими никого не заставлял. Срывать украинские флаги, топтаться по ними, прыгать и жечь, как вот эти вот сумасшедшие, никто не заставлял. Вы, конечно, можете сказать, что тут у нас были флаги Европейского Союза и Америки, да. Только при этом украинские флаги никто не срывал и по ним не топтался. А вот в Луганске это было. Полным-полно видео, где люди как оголделые какие-то, как, я не знаю, будто их загипнотизировал кто-то. Или истерия какая-то, что ли. Действительно срывают эти флаги как сумасшедшие. Людей с украинскими паспортами к столбам привязывают, плюют на них. Российскими флагами машут. Россия! Референдум кричат. Ну что вам дала Россия? Что? Что хорошего? Что хорошего у вас было? Что хорошего вам принесла Россия? Давайте так, Луганск. Вот пришла Россия. Да. Что хорошего она вам дала? Ну давайте. У вас работало сколько шахт, предприятий, заводов при Украине? Да я работал, я не шахтер, работал в строительной фирме. 20 лет я в ней отработал. До 17-го года работал. Потом хозяин уехал. Куда? Пришлось поменять. В Израиль уехал. Они родом оттуда. Туда уехал. Пришлось поменять работу. Также ж работал в Луганске. Ничего не изменилось. Не, Для вас ничего не изменилось. Изменилось, конечно. Ну, в лучшую сторону или в худшую? Если в лучшую, то в чем? Если в худшую, то в чем? Да, ну в худшую, может, что работа поменялась. А в лучшую мы не успели еще узнать. В лучшую это. Худшую. Через стержни к звездам. Да нет, Светлое почему? будущее. Оно где-то Зарабатывать вот всегда самому надо. вот- Это вот- никто же вот. на блюдце не принесет. Да, конечно. Так тут вообще вопросов нет. Никто же не говорит, что там после Майдана стало жить всем лучше или стало жить всем даже хуже. не Все как знаю. работали, так и работали. Ну, без виз появился. Люди смогли в Европу нормально ездить. Ну, за границу я не ездил. Ну, такое. Так я не ставлю это в преимущество. Может, кто-то вообще не хочет ездить в Европу. Боже. Его дело. Просто дети российских политиков, которые вам кричат про загнивающий запах, почему-то все учатся в Европе или в Америке. Вот в чем парадокс. Почему Харьков не бомбили? Он же русскоязычный. Такой тоже. Днепр почему не бомбили? Это вопрос, Запорожье, Харьков, Херсон. Все это ж, я же знаю, но это же русскоязычные города. Преимущественно. Чего их не бомбили? Чего именно Луганск решили? Что так возненавидели? Может быть, потому что именно туда Россия зашла? На своих танках и со всем остальным. А у нас есть еще данные о том, что Россия заходила, становилась, пуляла в нашу сторону и в вашу сторону. Для того, чтобы это все взбаламутить, разжечь.
Потому что им это было... И это вполне в их стиле. Если сейчас вот смотреть на то, что происходит, это вообще абсолютно в их стиле. Харьков не бомбили, потому что там попытались вот эти вот референдумы провести. Все люди стали, блокпосты выставили, под срачниками всех прогнали. И дальше жили себе спокойно, по-человечески. И проблем не имели. До тех пор, пока Россия вот сейчас в 22 году не зашла. И Харьков этот не попытался. Бляха-муха, Харьков, русскоязычный город. Россия бомбит больше, чем все остальные. Я не понимаю, это что, такая защита русскоязычных? Или как это понять вообще можно? Просто тупо стирает с лица земли. Мы сами туда ездили, там целые районы. Знаете, Салтовка, Северная Салтовка, огромные районы. Просто нет дома, в которые не прилетело уже какой-то снаряд. Объяснить невозможно. Но не украинцы бомбили 8 лет русскоязычный Харьков, а начали его бомбить россияне, которые якобы все 8 лет защищали русскоязычных на Донбассе. Я вижу, что вряд ли мы побеседуем. Ну да ладно. Будет вам пища. Может быть, немножко для размышлений. Хотите что-нибудь добавить? Да нет, что добавить. Ну добавьте что-нибудь. Потом, если вы говорите, что так, значит так оно и есть. Я не говорю, что так. Ну что значит, что это за мышление? Если вы говорите, значит такие есть. Надо же свое иметь мнение. Можете аргументировать как-то, сказать, нет, ты не прав. Врешь ты, было по-другому. Можете же так сказать?